Всем привет! В эфире Civilnet, программа «Линия соприкосновения. События недели». Программа поочередно выходит на канале Press Club TV и Civilnet. В течение следующих 40 минут мы обсудим события, происходящие в Армении и в Азербайджане, а также вокруг наших стран. Наши эксперты из Баку и Еревана, политолог Фархад Мамедов и конфликтолог Арсен Харатян проанализируют происходящие процессы и выступят со своими комментариями. Программа подготовлена при взаимодействии с ереванским и бакинским пресс-клубами. Приветствую, господа. Спасибо, что присоединились. Здравствуйте, спасибо. Итак, за минувшую неделю накопилось несколько тем, на которые стоит обратить внимание и прокомментировать эти темы. Но давайте начнем с визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в США. Там были разного рода встречи с политическими, общественными, аналитическими кругами, в том числе, так скажем, главным событием, можно сказать, в этом плане визита премьер-министра стала и встреча с вице-президентом США Венсом. И по поводу вот этой встречи, этого визита есть разного рода комментарии. По-разному воспринимаются в Армении и за ее пределами. Хотелось бы узнать ваше мнение, что бы вы видели ли из этой встречи. Фархад, вам слово. Я думаю, будет логичнее, если Арсен начнет про Армению говорить. Нет проблем. Арсен, вам слово. Без проблем. Так как это армянская площадка, вы гость, поэтому я с гостя всегда начинаю. Спасибо. Надо заметить, что это первый визит премьер-министра Армении в Вашингтон. До этого ни одного визита не было. В Нью-Йорке он бывал, понятно, бывал еще и в Калифорнии, я имею в виду в Соединенных Штатах он бывал, но в основном это были либо Генеральная Ассамблея ООН, либо какие-то встречи с армянской диаспорой. Это, в принципе, первый раз, когда, премьер-министр Армении приезжает в Вашингтон. Вы знаете, что он туда поехал на форум религиозной, встречи, где выступал еще и, наверное, единственная глава государства, который на этой конференции выступал. Но и визит был довольно-таки длинный. Он там побывал почти 5 дней. В основном были встречи такой think-танковской комьюнити. Основная встреча была в Atlantic Council, где тоже было заявление. Там очень много людей, которые занимались нашим регионом в разных статусах в свое время. И понятно, что народ, который собрался на ту встречу, конечно, хорошо знают и наш конфликт, и Южный Кавказ, и Нагорно-Карабахскую тему в свое время, в 90-х еще там занимались с американской стороны. Я думаю, что в принципе, на официальном уровне я бы желал увидеть намного более серьезные разговоры, но понятно, что тут новая администрация. Надо еще и понять, что если при демократах, намного легче было, в общем-то, обсуждать именно наш регион, эта администрация, которая официально стала новым правительством США, она взяла власть только начиная с конца января, как мы знаем, 2 недели. И, как, наверное, видим, в принципе, на сегодняшний день приоритеты у трамповской администрации намного более активно занимается Латинской Америкой. Посмотрим на Ближнем Востоке, что будет происходить в тот же день, когда Пашинян приехал в Вашингтон. У Трампа была, уже довольно знаменитая пресс-конференция с Нетаньяху, когда говорилось про Газу и все остальное. С Венсом, с вице-президентом Америки, есть фотография. Мы не знаем, обсуждались ли какие-либо детали там. Сейчас мы видим и слышим комментарии о том, что вот в Мюнхене, где Пашинян тоже, по всей вероятности, будет, какой-то разговор будет продолжаться, там будет Венс тоже, но я бы хотел увидеть больше активных разговоров с новым Госдепартаментом. Еще раз говорю, у меня такое впечатление, что тайминг, время очень такое занятое время для внешней политики и американской политики в общем. И
у Пашиняна было больше разговоров с разными другими бывшими, можно сказать, официальными лицами, но и такими институциями, которые на аналитическом уровне занимаются нашим регионом, чем именно с администрацией. Была еще и встреча в Конгрессе, ну и там я бы желал увидеть более серьезные встречи. Очень многое изменилось. Мы имеем дело с очень другим Вашингтоном. Я помню еще до ковида, когда была первая администрация Трампа, в общем, даже на уровне Помпео тогда, тот, тогда являлся, значит, секретарем Госдепартамента, даже с ним было очень трудно встретиться. Ну и посмотрим вообще, как это будет продолжаться с точки зрения контента или то, что мы даже обсуждали уже в контексте нашей передачи, а это именно та хартия, которая была подписана с предыдущей администрацией. Детали о том, есть ли какие-то договоренности по продолжению вот этой хартии, тоже не видели. Так что я бы сказал, что это больше ознакомительный визит Пашиняна в Вашингтон, нежели активный разговор по теме двухсторонних отношений между Америкой и Арменией. Хорошо, спасибо. Фархад, вам слово. Я, в принципе, согласен с последней частью выступления, тезисов Арсена. Для нас в Баку мы тоже внимательно следили за этим визитом. Я думаю, что главной целью Пашиняна, целями, да, являются, во-первых, подтвердить обязательства Соединенных Штатов Америки, исходящие из Хартии о стратегическом партнерстве, а этих обязательств очень много. Наряду с этим проверить каналы связи с Трампом, через кого выходить, чтобы это было бы самостоятельно, без привлечения диаспоры, в той части, которая не совсем ровно дышит, да, в сторону премьер-министра Армении. Мы увидели в этом отношении встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки и конгрессменом. В США важно, чтобы история, к примеру, Азербайджана и Армении была бы кого-то личной историей. Мы видели, что вот господин Блинкен очень серьезно занимался этим, уделял очень много времени и старался, чтобы вот эта история стала бы его личной историей. Ну вот мы сегодня увидели и уже можем сказать, что хотя бы уже один человек из вот этого истеблишмента в ранге вице-президента, он уже вовлечен в этот процесс. Сделает ли он наши взаимоотношения или же армянскую тему своей личной истории, ну, это уже будет зависеть от будущих шагов, и мы это должны будем увидеть. К чему приковано было внимание в Баку? Это к письму конгрессменов к главе Госдепа Рубио. Авторами этого письма выступили те самые политики, которые встречались с Пашиняном. Для нас важно, чтобы во взаимоотношениях Армении с Европейским Союзом, с внешними акторами вообще, насколько затрагивается тема Азербайджана. Здесь мы увидели, что в письме конгрессменов была вся палитра, да, значит, обязательств США, исходящие из Хартии, то есть это то, что действительно желает премьер-министр Армении относительно дальнейшего реализации тех пунктов Хартии, и тема Азербайджана, ну и здесь был весь блок, да, это и привлечение к ответственности, это и санкции, призывы, это и там, тема армян Карабаха и так далее. То есть весь этот спектр был. Для нас, например, сейчас важно очень узнать, что премьер-министр Армении в разговоре с этими конгрессменами, он упоминал эти элементы, или это личное как бы обязательство этих самых политиков перед вот той частью армянской диаспоры, которая наиболее радикально относится к Азербайджану. Это важно для Азербайджана, потому что предыдущие опыты взаимодействия, к примеру, с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом, когда возникала вот эта часть, касающаяся Азербайджана,
и премьер-министр Армении занимался определенно даже модерацией их политики в отношении Азербайджана, это приводило к кризисам во взаимоотношениях Азербайджана с этими странами и институтами, и в том числе негативно влияло и на армяно-азербайджанский процесс. Здесь мы увидели и тему предоставления ПВО, противовоздушной обороны со стороны США, значит, Армении, и средства против беспилотников. Вот. Будет интересно посмотреть, как это будет совмещаться с совместной группировкой ПВО Россия-Армения. Это тоже интересно будет посмотреть, как это все происходит. Геополитическое напряжение вокруг нашего региона пока еще не настолько сильна. В принципе, администрация Трампа показывает свои приоритеты в отношении вот, своего полушария там и формирует свое видение уже по Ближнему Востоку, по взаимоотношениям с Европейским Союзом. До нас еще очередь, так скажем, не дошла. Два контекста – это Россия, Украина и Иран. Мы пока этого не видим. Единственная вещь, которая в Хартии отмечена была в отношении обязательств Армении, это участие по борьбе с ИГИЛ, да, Армении, совместно с Соединенными Штатами Америки. Ну и здесь, например, министр обороны Соединенных Штатов Америки, ну, я пока не запоминаю их имена, тихо-тихо уже будем по мере их активности, да, запоминать. Он анонсировал вывод вооруженных сил Соединенных Штатов Америки или же намерение вывести их из Сирии. Вот если США в Сирии не будет, то как Армения будет участвовать в борьбе с ИГИЛ, это тоже остается под вопросом. Ну и в этот период идет формирование формулировки национальных интересов Соединенных Штатов Америки в нашем регионе. И в этом принимают участие определенные люди. Да? Они должны сформулировать, чего они хотят от нашего региона, что им нужно от нашего региона. Вот. И я думаю, встреча с премьер-министром – это первое. До этого был, значит, контакт с бывшим президентом Грузии Зурабишвили. Я думаю, что в ближайшие недели и месяцы уже и с азербайджанской стороной будут контакты, чтобы сформировать те цели, да, Соединенных Штатов Америки и ожидания от нашего региона. Ну и продолжая американскую тему, буквально вчера или позавчера, если я не ошибаюсь, состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным, и была обсуждена, об этом сообщил сам Трамп в беседе с Нью-Йорк Пост, если я не ошибаюсь, с таблоидом. И там был Трамп анонсировал, что был телефонный разговор с Путиным, в ходе которого он обсуждал Украину, и что Путин тоже выступает за сделку вокруг Украины или за заключение какого-то перемирия. Скажите, пожалуйста, конечно, украинская тема влияет и на наш регион, и с 2022 года, с февраля 2022 года процессы в нашем регионе приобрели совершенно другую динамику с началом конфликта или с началом войны на территории Украины. И возможная российско-американская сделка ограничится Украиной, по вашему мнению, или же охватит другие регионы, в том числе Южный Кавказ? Арсен, вам слово. Ну, у нас есть информация от Нью-Йорк Пост, которому, в общем-то, передали то, что произошел разговор между Путиным и Трампом. Я думаю, что тут по украинской теме, я думаю, что Зеленский все-таки ожидал, что первый разговор будет с ним, перед тем, как Трамп поговорит с Путиным, но этого не произошло. Я не знаю, насколько Южный Кавказ войдет в общую тему разговоров между США и Россией, но я думаю, что как минимум Ближний Восток тоже обсуждается. Мы уже видим, что есть возможность того, что российское, значит, присутствие в Сирии, которое пока физически существует, понятно, что там у них там тоже процесс идет, и единственное, скажем так, присутствие России на Средиземном море должна закончиться в Сирии. Мы видим анализ о том, что есть вероятность того, что то, что есть в Сирии, может в общем-то, появиться в Ливии, в Триполи.
Посмотрим, насколько это вероятно. Но я вижу как бы пакетный разговор, по всей вероятности. Украина не единственная тема, которая обсуждается вот в этой изменяющейся или меняющейся архитектуре геополитики и присутствии на Большом Ближнем Востоке, в том числе и в Украине. В первую очередь, конечно, нужно будет понять те маленькие тексты, которые мы видели от этого телефонного разговора, потому что деталей у нас нет, и насколько быстро Трамп заинтересован на самом деле приостановить то, что есть. Мы еще и видели то, что из Вашингтона слышим, что Америка, если даже эта война остановится, то они от этого что-то должны будут получать, а это именно специфические ресурсы, которые могут быть на территории Украины, металлы и все остальное. Это мы тоже видели, что означает, что, по всей вероятности, там будет разговор про Днепро или Днепропетровск, если уж так назвать. А это, в принципе, запад от линии соприкосновения на сегодняшний день. Это не только Донбасс. В общем, очень много быстро может измениться, если уж будет какое-то соглашение. А что предлагает, в принципе, администрация Трампа, это, в общем-то, безопасность против что-то, что они должны будут получать. Посмотрим. Я не думаю, что украинская сторона очень счастлива этим разговором, пока еще. Посмотрим, будет ли еще по этой же теме разговор между Трампом и Зеленским. Мы видим еще и, что бывшие какие-то официальные лица Украины начинают делать заявления, а именно министр иностранных дел, который был в тюрьме, который начал разговаривать уже о том, как он представляет возможное вовлечение Украины. Но на сегодняшний день я бы сказал, что кроме разговора между, значит, секретарем Госдепа и Фиданом по нашей теме, я другой еще со стороны администрации США не слышал. Так что если даже Южный Кавказ будет вовлекаться в какой-нибудь большой пакет в разговоре между США и Россией, то пока еще мы этого не видим. Хорошо, спасибо. В целом сейчас совершенно в этом плане интересные процессы происходят по Украине, что США фактически подталкивают, можно сказать, Украину к выборам, против чего выступает действующий президент. И возможная сделка, и то, что США хотят, Трамп, по-моему, заявил, что вопросы, касающиеся обеспечения безопасности, они намерены наложить или накладывать на страны Европейского Союза, на Европу. Это тоже интересное развитие. Фархад, вам слово. Южный Кавказ войдет, так скажем, в пакет сделки между Путиным и Трампом? Можно ли так вообще высказываться об этом или нет? Я думаю, что нет, потому что обычно используют такой термин, что новая Ялта, раздел мира и так далее, но на Ялте делили победители, делили результаты своей победы. Да? Здесь совершенно иная ситуация. Здесь для нас важно является то, что насколько легитимным считает администрация Трампа требования Российской Федерации, чтобы в ее приграничии, к примеру, не было НАТО. Прежние администрации, они говорили, что это независимый выбор, значит, этих самых стран. Захотят НАТО, мы рассмотрим и, возможно, примем. Это не выходило за как бы красные линии Кремля. А захочет Соединенные Штаты Америки, чтобы Куба стала бы членом там, ОДКБ или же разместила бы на своей территории ракеты, военные базы Российской Федерации. Карибский кризис показал, что нет. И с тех пор позиция не меняется. Поэтому сегодня мы видим, что в американском истеблишменте вот та же самая Тулси Габбард, она, например, высказывалась до этого, что она считает легитимным это право. Или же там школа реалполитик доктора Миршайна. Они считают, что это легитимное право больших государств решать не то чтобы за малые государства, которые находятся по соседству, а нейтрализовывать угрозу. Каждый в своем, как бы сказать, виде. И вот если мы уже не можем менять свою географию, то мы должны находить какие-то компромиссы.
И в этом отношении, да, мы должны думать об этом. Что касается договоренностей Трампа и Путина, что они выйдут за рамки Украины, я этого не думаю. Потому что так же, как и администрация Байдена, администрация Трампа не видит Россию в качестве ровни себе. Вот так скажем. Поэтому и они называют эту войну больше региональной войной, не какой-то там мировой и так далее. Трамп считает Америку сильнейшим государством и главную угрозу видит в Китае. Я думаю, что этот пакет может состоять только из одного желания – увидеть Россию как минимум нейтральной в противостоянии Соединенных Штатов Америки и Китая. А это тоже не произойдет, потому что требования и ожидания России от урегулирования войны в Украине, то есть реализации своих интересов, они также не ограничиваются одной Украиной. Там есть и санкции, там есть и другие элементы, там, от расширения НАТО до всего-всего-всего. А если Трамп пойдет на урегулирование этих тем, то Америка не будет считаться великой, как минимум среди своих союзников, особенно в Европейском Союзе, и позволит им думать о своем автономном будущем. О чем Трамп не хочет, чтобы они так думали. То есть Трамп не желает появления, восстановления, например, продажи Российской Федерации энергоресурсов в Европу. Они достигли того уровня, что они продают дорогую нефть, газ и так далее в Европейский Союз и зарабатывают на этом хорошие деньги. Поэтому я думаю, что такого пакета не будет. Везде, где возможно, Соединенные Штаты Америки будут ограничивать Российскую Федерацию и стараться сделать так, чтобы будущие лидеры России уже думали бы по-другому. То есть здесь будет играть эффект времени. А что касается нынешнего этапа, для Трампа важен не мир между Россией и Украиной, для Трампа важно перемирие между Россией и Украиной. А это очень две большие, как бы сказать, разницы. Да, согласен. В целом война в Украине, это, то есть украинский конфликт, то, что мы сейчас наблюдаем, это гораздо шире, чем самые военные действия, боевые действия на территории Украины. Это в целом отражение конфликта или кризиса между Россией и Западом. Просто территория Украины сейчас является плацдармом для ведения боевых действий, для оспаривания этого доминирования или недоминирования. Хорошо, понятно. А в целом мы эту тему затрагивали в ходе предыдущего эфира, но в целом пока мы видим, что в процессе формируется администрация Трампа, и некоторые официальные лица приходят в должности разные. И можно ли делать новые какие-то комментарии по поводу того, будет ли эта администрация вовлечена в армяно-азербайджанские дела, в армяно-азербайджанский конфликт на том уровне, как предыдущая, или нет? Ну, смотрите, на первой передаче мы говорили о том, что какие-то изменения происходят внутри Госдепартамента, как так Луи Боно, не знаю, получает, как бы другую, является уже высокопоставленным другим чиновником. Я не знаю, насколько он сам будет вовлечен в этот процесс. То, что мы видим на сегодняшний день, мы знаем, что Рубио будет в Мюнхене, и после этого, как я вижу, его основные визиты в большом нашем регионе будет в основном на Ближнем Востоке. Он, по ходу, пока еще говорится о том, что даже в Турцию не полетит. Он будет в Саудовской Аравии, в Катаре и в Эмиратах. Что означает, что, по всей вероятности, хотя бы на сегодняшний день, самая основная, кроме Украины, самая основная тема остается именно кризис в Газе, в секторе Газа и, в общем-то, Ближний Восток как таковой. Я, правда, не знаю, насколько активно эта администрация будет вовлекаться в армяно-азербайджанскую тему, или это будет какая-то общая тема, которая еще и будет вовлекать армяно-турецкую тему. Я пока еще не вижу новую архитектуру подхода американской внешней политики на Южном Кавказе. Мы видим еще и что пока окончательно не ясно, что будет происходить по поводу Грузии. Мы видим, Конгресс делает разные заявления, мы видим, что есть уже принятые решения
насколько подход будет меняться там. У меня такое впечатление, что если по поводу, скажем, USAID и остальных тем у команды Трампа был какой-то план, так как вещи происходили очень быстро. Да? Заходили, делали политическое заявление, и после этого какие-то структурные изменения появлялись. По поводу Южного Кавказа я не очень уверен, что есть четкий подход или окончательный подход. И согласен с Фархатом в том смысле, что вот пока руки до нас дойдут, еще не ясно. Да? Как бы нету точности, нету четкости. Если будет продолжаться так называемая дезинтеграция во внешней политике Трампа, которое мы видели при первой администрации, то тогда, наверное, активное вовлечение будет это точно, но насколько активно, я не уверен. Но я могу одно сказать точно. То, как активно вовлекались или активно были вовлечены демократы или байденовская администрация, от Трампа этого ожидать точно не надо. Хорошо. Фархад, вам слово. Ну, здесь главное не оказаться, не стать пространством противостояния, конфликта между Соединенными Штатами Америки и с тем же самым Российской Федерацией или Ираном и так далее. Вот. Мы еще обсудим, я думаю, заявление Ирана и так далее. Но посол Ирана в Армении заявил о том, что на весну готовят договор о стратегическом партнерстве между Ираном и Арменией. Как это будет увязано, например, с Хартией? Вот вопрос в этом. Или же жесткость в отношении максимального давления на Иран, она будет распространяться на страны Южного Кавказа или нет? Это тоже следующий элемент. Будут они нас рассматривать как пространство, где нужно доминировать или же там в приоритет ставить и так далее. Пока таких вот каких-то признаков мы не ощущаем. Согласен, что тема Грузии, она актуальна, потому что в той или иной форме они будут взаимодействовать с правительством грузинской мечты. Хотят они этого или нет. Они должны или полностью навалиться и постараться свергнуть грузинскую мечту Грузии, чего они делать не собираются, по крайней мере, у них уже нет институтов. Да, тот же самый USAID или же там Радио Свобода и так далее. А чем они будут помогать протестующим свергать, к примеру, Иванишвили? Да? А если они уже вовлекаются в этот регион, то они должны будут с ним взаимодействовать в какой-то форме. И грузинская мечта, к примеру, тоже подготовилась в контентной форме. И законы против ЛГБТ, и другие элементы. Грузинская мечта, там, борьба с дипстейтом и так далее. Контентно грузинская мечта подготовилась основательно к разговору с Трампом. Осталось только наметить канал. Вот это, я думаю, будет таким элементом, через который мы сможем понять, насколько мы важны, нужны Соединенным Штатам Америки. Фархад, вы затронули заявление посла Ирана в Армении во время его пресс-конференции в Ереване недавно. Он, правда, говорил об отношениях Армении с Ираном и говорил о том, что в контексте решения Трампа об оказании максимального давления на Иран, и он говорил о том, что Армении и Ирану все-таки удастся, и как всегда удавалось, и сейчас удастся держать эти отношения вне, так скажем, этого решения американской администрации, когда бы это не было, касательно давления на Иран. Арсен, вам слово. Удастся ли это сделать при Трампе? Удастся ли держать выверенными армяно-иранские отношения и тем более заключать какие-то новые соглашения и договоренности? Важный вопрос – это при разных администрациях в США, конечно, появлялись разные уровни прайсинга. Я уверен, что то же самое происходило в Азербайджане, в зависимости от того, какой был подход по поводу именно санкций против Ирана. У нас как-то исторически получалось находить решения и разговаривать с Западом и продержать отношения с Ираном, так как мы все понимаем, что эти отношения имеют характер стратегической важности. Я думаю, что пресс-конференция, посла Ирана, который очень активный, кстати, в Армении, имела несколько
важных элемента. Один из этих элементов – это то, что, в принципе, не говоря открыто, хотя они подписали еще и новый документ с Россией, они не против того, что вот российские пограничники вышли с ирано-армянской границы. Это еще и говорит о том, что вот Иран рассматривает свои отношения с Арменией в двухстороннем контексте, нежели в разговоре с другими игроками в регионе. Во-вторых, в Армении важно еще и то, что вот Иран открыто говорит о том, что мы тут не рассматриваем проблему ваших отношений с американцами или с европейцами. Европейское присутствие тут понятно. Это все обговаривается между Ереваном и Тегераном в том числе. Вы знаете, что у нас есть разные уровни отношений с Ираном. Это и газ против электричества, бартер, это и транзит, который очень важен для нас. Что будет происходить с южными портами Ирана, если там значит, санкции станут еще более жесткими, то это, конечно, может повлиять на наши возможные дальнейшие отношения с точки зрения транзита. Но я, как и в предыдущих, значит, случаях, думаю, что найдутся решения. Я прямо скажу, когда приезжали в Ереван разные, значит, официальные лица из Вашингтона и говорили, в общем-то, приостанавливайте все с Ираном, мы им говорили прямо и четко: хорошо, ладно, услышали вас, откройте или помогите открыть армяно-турецкую границу. Вы же видите нашу географию, вы видите ситуацию, в котором мы в этом регионе имеем. И если уж просите или говорите, что мы должны поступать так или иначе, то вот надо по другим направлениям что-то сделать, потому что это как бы lifeline, как говорится, в том числе одна из двух границ, которые открыты, и вот прямо так просто заявлять, что делайте это или другое, то вы что-то должны отдать, если уж ожидаете, что мы будем поступать так или иначе. Так что трудно будет. Я не рад тому, что хотя бы на официальном уровне прямых разговоров между Ираном и Америкой пока еще нет. Мы видели еще и на этой неделе, что Хаменеи говорил о том, что вот на таких базах с американцами даже не надо разговаривать, что означает, что, наверное, мы перейдем в фазу, когда вот будет прессинг и будут более такие прямых разговоров по разным поводам, по темам не будет, и, конечно, прессинг будет подниматься, и это тоже в том числе и будет влиять на американскую политику не только по Ирану, но и по нашему региону. Так что заочно это будет, конечно, влиять и на нас, и на Азербайджан, и, в общем-то, в регион в целом. Хорошо, понятно. Фархад, вы затронули эту тему, но все-таки вот в таком разрезе хотелось бы услышать ваш комментарий. Говорят, что Трамп как бизнесмен человек сделок, то есть он добивается определенных сделок, изменения условий и так далее и тому подобное. Вы ожидаете сделки между Ираном и США даже через вот это решение максимального давления на Иран, то есть давить на Иран, чтобы добиться каких-то лучших условий, или нет? И как это может повлиять на наш регион? Взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и Ирана после 1979 года – это очень интересные процессы, по которым можно писать книги, снимать фильмы и так далее. Потому что между Тегераном и Вашингтоном всегда идут переговоры. На третьих площадках они понимают друг друга лучше всех. Есть даже такое... иранские дипломаты всегда говорят, что с американцами хотя бы можно о чем-то договориться, но вот с Израилем вообще никак. Поэтому я думаю, что возможно, но это не будет какой-то документ, который подпишут. Это по каким-то вопросам. Например, что нужно Соединенным Штатам Америки? Чтобы остановилась ядерная программа Ирана и чтобы Иран не спонсировал параллельные армии на Ближнем Востоке. Вот. Они уже уничтожили инфраструктуру параллельных армий, плюс добились снижения эскалации и уничтожили логистику вот всего этого дела. Но они не хотят открывать форточки возможностей развития иранской экономики, потому что они понимают, что
один раз они это сделали при Обаме, и все заработанные деньги, ну не все там, ну половину, они потратили опять на ось сопротивления. Поэтому второй элемент – это ядерная программа. Как они будут достигать этого? Они показывают им, с одной стороны, Иран показывает новые свои подземные, значит, хранилища, и взамен этого получает там несколько тонновые, да, фунтовые и так далее огромные бомбы Израиля. Зачем им нужно было показывать? Они как будто дали Трампу пас, что вот у нас это есть, а он говорит: окей, если это есть, то я вот дам такие-то бомбы, значит, Израиль. Да, идет вот этот переговорный процесс, я думаю, насколько бы они не отказывались бы от него, эти переговоры идут. Что касается нашего региона, в нашем регионе Иран не имел ничего стратегического, абсолютно, ни военного. Баз, ни военного сотрудничества, ни экономического характера, ничего. Сейчас у них есть возможность участвовать в транспортном коридоре. Да? Азербайджан, Иран, Нахчеван и дальше в Турцию. И они от этого отказываться не хотят. Поэтому это постоянная риторика о Зангезурском коридоре и так далее. Что касается посла, я думаю, что да, они желают и предлагали Армении заменить, например, европейскую миссию иранской миссией на армяно-азербайджанской границе. То есть у них есть потребность в том, увеличивать свое присутствие в нашем регионе. Армения на сегодня отказывается от этого, но будем смотреть, насколько настойчива будет иранская сторона. И в этом отношении это может быть затронут наш регион в процессе противостояния. Если отношения будут ухудшаться, идти там в разрез конфликта, мы где-то, да, на периферии будем считаться пространством противостояния. Но я думаю, что у наших стран должен сработать инстинкт самосохранения. Если Трамп будет идти по режиме максимального, да, давления на Иран, то будут сокращаться связи, а сокращаются там, где они есть. Например, товарооборот Азербайджана с Ираном почти такой же, какой товарооборот Ирана с Арменией. Это где-то в пределах от 600 до 700 миллионов долларов. Что мы будем сокращать? Или же армянская сторона будет сокращать? Плюс у Армении есть еще один элемент. Это Евразийский экономический союз и взаимодействие Ирана с Арменией. То есть это обязательства не страновые, а они наднациональные. Сможет Армения отвечать вот на эти запросы Соединенных Штатов Америки? Это тоже такой челлендж, который предстоит пройти. Но опять же, все будет зависеть от характера того, как будут идти эти переговоры между США и Ираном. Переходим к европейской дипломатии. Было заявление спецпредставителя Европейского Союза Магдалены Грону о диалоге между Арменией и Азербайджаном, о том, что Европейский Союз не желает новых разделительных линий и пытается помочь сторонам достичь мирного соглашения, то есть достичь мира. И было в это же время создано новый генеральный директорат по расширению и восточному соседству Европейской комиссии. Скажите, пожалуйста, стоит ли на фоне, вот я буду связывать это с политикой США, на фоне вот отсутствия пока что явного интереса Соединенных Штатов к Южному Кавказу, нашей части мира, стоит ли ожидать, что Европейский Союз будет продолжать также активно участвовать в армяно-азербайджанском переговорном процессе, как в предыдущие годы? Арсен Вапсалова. Да, наверное, именно так, Аршалуйс, что святое место пустым не бывает. Да, понятно, что если получится или появится вакуум американского вовлечения или активности США в наших, в общем-то, в отношениях между Арменией и Азербайджаном, то европейская сторона, у которого есть уже институциональное вовлечение, она будет пробовать, конечно, более активно в это вовлекаться. Гроно, чешский дипломат, которая, кстати, приезжала и в Ереван, и в Баку, по-моему, в январе, имела встречи. Она знает наш регион довольно-таки хорошо и глубоко, и детально. Я думаю, что, по всей вероятности, Евросоюз и европейцы, в общем, конечно, активно сейчас находят те
можно сказать, ниши, где американского присутствия будет меньше, и они будут пробовать более активно заниматься, но это будет еще и с координацией с США, я об этом практически уверен. Насколько интересным будет вот это новый подход Еврокомиссии, где вы видели, что еще вовлекается Азербайджан или с их стороны и Беларусь даже, да, как бы разговор будет идти, наверное, в каком-то новом формате восточного соседства. Что это, во что это перейдет, не знаем. Я думаю, что по всей вероятности все-таки подход к странам индивидуально более эффективно сработает, потому что ситуация у нас разная. Да? Из Молдовы в Грузию и в Украину, в Армению, Азербайджан и Беларусь, то, что было до этого, это абсолютно не работающая система на сегодняшний день по разным причинам. Но по нашей теме, я думаю, что европейцы будут более активно вовлекаться. Я в этом никакого сомнения у меня нет. Хорошо. Фархад, вам слово. Ну, с европейским участием все начиналось хорошо, но вот завершилось не очень. Они, в принципе, были очень активны, и я думаю, что госпожа Грону должна провести такую эвалюацию того, что происходило за эти годы, какие ошибки были допущены, или же, если они принимают своих ошибок, то хотя бы понять причину, почему Европейский Союз оказался на обочине переговорного процесса. И если брать вот по трекам, то по тексту мирного договора один из пунктов, который вызывает противоречие, это присутствие третьих сторон. А третьей стороной на сегодня на территории Армении является европейская миссия. Какая бы она ни была, да, мы считаем по одному, в Армении считают по-другому, в Брюсселе точно так же, как в Армении считают. Вот. Поэтому, вот, например, здесь их участие вот в этой форме играет не самую лучшую роль. Что касается, в Армении считают миссию ЕС частью системы безопасности. Мы это тоже принимаем, понимаем. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо. Я хочу сказать, что у них есть это участие, и это участие является препятствием в переговорном процессе. По границе двусторонний формат сугубо Европейский Союз должен был играть позитивную роль в этом по итогам, значит, Пражской договоренности, но этого не случилось. А что еще остается? Транспорт. Это важный элемент, на который вот сейчас педалирует госпожа Грон. Я почитал ее интервью. В отличие от господина Клара, пока еще не прослеживается селективный подход к отдельным темам. А по транспорту, ну, если есть их заинтересованность в этом, она должна быть продемонстрирована. То есть, где они хотят участвовать, как они хотят участвовать, как они видят транспортные коридоры в Центральную Азию. В принципе, коридор есть. Это Баку-Тбилиси-Карс, территорию Грузии. Хотят они вовлечения Армении в этот процесс, они должны способствовать переговорному процессу как бы и контентно, и финансово. Да? Потому что вот Crossroad of Peace, да, вот этот буклетик, который вот у меня тоже есть. Вот. Здесь есть, например, дорога через Сюникскую область, да, Армении, которую мы называем Зангезурский коридор, и вы называете как-то там Мигринский коридор и так далее. Но здесь есть большое количество проектов, которые еще нужно сделать на территории Армении и на территории Азербайджана. У Азербайджана ресурсы не безразмерны. Мы выбрали приоритетом железную дорогу вдоль реки Арас, и мы ее строим. А дальше, если Европейский Союз желает подключиться к этому, они должны выказывать как бы свое стремление к этому финансами, проектами, например, поддержкой цифровизации всего этого дела. Это должно быть ясно и открыто. Инвестиции, помощь и так далее. Без этого, я думаю, у Европейского Союза вот, они не смогут изменить нынешнюю ситуацию, в которой они оказались. Вот любой эксперт должен знакомиться с первоисточниками. В этом плане похвально, что у вас есть проект. Да. Если можно, сделаю комментарий. Сейчас в армянском медиапространстве будут говорить о том, вот, смотрите,
Пашинян и азербайджанцы только заинтересованы в этом, даже из Баку говорят про это. Что интересно, можете оставить, не оставлять эту часть, это ваше дело, но я вам прямо говорю, что это интересно, что, конечно, согласен с Фархадом в том смысле, что там не только южная часть, не только южный участок, но и много других направлений, по которому разговор должен идти уже по теме разблокирования коммуникаций в общем. Хорошо, и последний вопрос, наверное, Фархад, с вас начнем, потому что касается Азербайджана и азербайджано-российских отношений. В ходе минувшей недели поступила информация, что в Азербайджане закрывается русский дом Россотрудничества. Скажите, пожалуйста, это признак некой трансформации азербайджано-российских отношений? Или же это разовая такая акция, демарш со стороны Баку в силу наличия определенных проблем, касающихся самолета «Азал», потерпевшего крушение в Казахстане в итоге, которая летала в Грозный? О чем свидетельствует данный акт со стороны Баку? Информация появилась параллельно с информацией о том, что закрывается и офис USAID. То есть, про USAID говорили два параллельных процесса идет. Это демонстрация того, что в силу отсутствия соответствующих действий со стороны Москвы по теме крушения самолета и по результатам предварительного отчета, который был опубликован, мы не видим со стороны Российской Федерации действий, которые отвечают ожиданиям Азербайджанской Республики. И в этом отношении, если такое отношение демонстрируется к Азербайджану, с которым у Российской Федерации есть декларация о союзническом взаимодействии, то принимают соответствующие решения и ставятся на один уровень взаимоотношения с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что Баку надеется, что данный демарш или данные действия Азербайджана возымеют эффект. Мы не будем идти по спирали напряжения ситуации, а остановимся где-то и будем отвечать ожиданиям друг друга. Азербайджан не предпринимал каких-либо действий в отношении Российской Федерации, которые могут выходить за рамки этого союзнического взаимодействия. А мы видим, что в Москве так не думают, в Москве предпринимают действия, которые не укладываются в рамки этого самого союзнического взаимодействия. Поэтому это будет зависеть очень многое от действий официальных властей Российской Федерации. Я почему это говорю? Потому что мы здесь видим противостояние между структурами Российской Федерации, различные медиа-контенты создаются, но Азербайджан ожидает соответствующие действия от Москвы, от Кремля, как страны, в воздушном пространстве которого было совершено нападение, и причиной катастрофы, крушения самолета «Азал» являлось вмешательство и использование вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, должны быть предприняты соответствующие действия. И я думаю, в Армении тоже с интересом следят за этим, потому что на протяжении долгого периода времени складывалась такая картина о российско-азербайджанском тандеме, действующем против Армении. Я думаю, сейчас этот алгоритм, может быть, будет претерпевать какие-то трансформации, но это показательно для того, чтобы понимать азербайджанскую внешнюю политику. Хорошо. Арсен, вам слово. Тот же самый вопрос. Как в Армении воспринимается этот процесс трансформации азербайджано-российских отношений? Я быстро прокомментирую. Согласен с тем, что в Армении есть все-таки нарратив о том, что есть российско-азербайджанский тандем, но по специфической теме, это тема именно так называемого Зангезурского коридора. Хотя это, кстати, тоже можем обсудить в наших следующих передачах, потому что я думаю, что важно, чтобы был слышен голос из Еревана, из Баку для наших зрителей. Я думаю, что умно то, что российский дом закрывается вместе с USAID, по временному это хорошо совпало.
с азербайджанской стороны мы слышим, что правда, ну, там не закрываются там русские школы, не закрывается русский театр, там как бы ничего против русской культуры этим не делается. По всей вероятности, просто ставится на один уровень с USAID в этом случае, да, как бы не заочно говорится о том, что вот это какая-то непонятная организация, которая не знаем, чем занимается, пусть вот, если уж так, пусть этим и закончится. Я посмотрел еще и репорты от казахской стороны, как мы видели, и ясно, что российская сторона формально не хочет принять то, что все-таки там были использованы системы, значит, противовоздушной обороны. Здесь, по-моему, нет нестыковка с тем, что говорит азербайджанская сторона, что означает, что формально российская сторона все-таки не хочет принять то, что произошло на самом деле на Северном Кавказе. Мы знаем еще и что приостановили вылеты из Баку вот по этому направлению. Кризис в этом смысле, конечно. Я видел еще и в форумах, что вот российские какие-то юзеры говорили, что вы подбили наш вертолет тогда в 2020 году, что еще и означает, что по всей вероятности не говорится о том, что вот это не мы, ну так, но вы помните, что вы делали, и сейчас как бы принимайте это так, как есть. Трудный вопрос, конечно, но я думаю, что в концептуальном смысле, в фундаментальном смысле это не будет иметь сильное влияние на отношения между официальным Баку и Москвой. Просто Алиев показывает еще и, что вот по этим темам будет это Россия или какая-либо третья страна, я буду говорить так, как говорю, и это видно. Во что это может... Я не думаю, что долго это будет продолжаться. Найдутся решения, я уверен, но по этой теме я уверен, что официальная Баку не будет... В том числе и использовалось это, чтобы закрыть русский дом. Это суверенное право Азербайджана. Мы в этом как бы никак не вовлекаемся, просто следим, так как российско-азербайджанские отношения, конечно, важны для нас, и понимание того, насколько они близки на самом деле по разным направлениям, потому что там, конечно, есть и точки соприкосновения, это и Северный Кавказ, это разные другие темы, по которым кооперация между двумя странами существует. Спасибо, господа, что приняли участие в программе. В эфире Севильнет была программа «Линия соприкосновения. События недели», которая поочередно выходит на канале Севильнет и Пресс-Клаб ТВ. И в эфире работали Аршулыч Магдасян, Фархад Мамедов и Арсен Харатян. Программа подготовлена при взаимодействии с ереванским и бакинским пресс-клубами. Спасибо, до новых встреч.